Несмотря на стремительное развитие беззеркалок, я все же остаюсь верным именно зеркальным камерам. Даже несмотря на то, что механика имеет ограниченный ресурс, и в один прекрасный момент фотоаппарату становится очень эррово. Подробную разборку больного можете посмотреть в первом видео. Во втором, во всех мельчайших подробностях, показана технология ремонта программной шестерни. В этом выпуске поговорим про редуктор, расположенный в самой глубине электронно-механической шайтан-коробочки. Двумя винтиками через резиновые амортизаторы прикреплен к блоку управления шторкой и при помощи электроники обеспечивает необходимые режимы работы. Состоит из электромотора и набора шестерен в пластиковом корпусе. Из-за конструкторских недочетов требует периодического ремонта. Крышка редуктора крепится всего одним винтом, а позиционируется за счет технологических приливов и осей шестерен. Хитрые пружинки, разбрасывающие все содержимое по закоулкам, в конструкции отсутствуют. Однако для предотвращения выпадания и потери некоторых элементов демонтаж верхней крышки и разборку механизма лучше производить в вертикальном положении. Каждая шестерня имеет свое предназначение и расположена строго на своем месте. Перед разборкой будет не лишним записать местоположение каждой и сделать фотографию. На всякий случай можете осмотреть их с целью выявления дефектов. Но, как правило, выходит из строя самая нижняя, та, которая установлена на валу двигателя. И пока весь редуктор не разберешь, до нее не доберешься. Даже после демонтажа всех зубчатых колес грамотно снять ведущую шестерню с вала без увечий конструкции очень затруднительно. Зато теперь доступны винты крепления корпуса к электромотору. Обычно мастера не производят полную разборку. Просто снимают дефектную деталь отверткой и ставят новую. Да, работать будет. Некоторое время. Затем повторное обращение в мастерскую. Кстати, двигатель хоть и не нуждается в правильной ориентации, но я все же запоминаю его заводскую позицию и при сборке это учитываю. Для снятия шестерни с вала каких-то специальных микросъемников не требуется. Достаточно наличия настольных маленьких тисков. Заодно вот вам лайфхак. 2 алюминиевых уголка не только увеличивают ширину губ, еще и деформацию мягких материалов снижают. В настоящий момент они не требуются. Просто полезная информация. Диаметр вала составляет 1,6 мм. Значит, в качестве упора подойдет хвостовик сверла диаметром 1,5 мм. Продольный люфт ротора – это нормально. Но просто стягивать шестерню нежелательно. Лучше упереть торец вала в хвостовик сверла и сдвинуть шестерню вниз. А вот и она, дефектная деталь. Обычно все зубья, ведущие шестерни, остаются целыми. Определить поломку визуально достаточно сложно. Причина заключается в неправильной посадке на вал. Пластиковая деталь просто запрессована. Материал постепенно стареет, и шестерня трескается вдоль оси. Предлагаю применить способ соединения на лыску. Для этого спиливают часть вала параллельно оси. Я же сделаю это под некоторым углом, для упрощения дальнейшей эквилибристики. Новую шестерню можно найти на AliExpress. Ссылку оставлю в описании под видео. Согласно допускам, диаметр отверстия должен быть на 8 микрон меньше вала. В данном случае, при помощи развертки, оставляю только 2. Это чтобы не разорвало в очередной раз. Да и запрессовывается значительно меньшим усилием. Но все равно, во время этой процедуры пальцем упираюсь в торец вала с тыльной стороны. Глубина установки должна быть такой, чтобы плоскость шестерни совпадала с торцом вала. Затем нужно установить двигатель вертикально, незаметно стащить с кухни пищевую соду,
наскрести по сусекам молекулярного клея и сварить зелье. Ой. Сделать почти бокситку. Внутри отверстия, напротив лыски, при помощи иголки нужно сделать несколько глубоких царапин для зацепления клея. Вряд ли будет лишним обезжиривание. Я так и не понял, из какого материала сделана шестерня. Очень похож на полиэтилен. А как известно, к нему ничего не пристает. Никакой клей. Колдовское зелье супермомента и пищевой соды заполнит глубокие царапины, и получится своеобразная шпонка, удерживающая от углового и осевого смещения. Узел вполне ремонтопригоден. Снимается таким же способом. После кристаллизации клея можно приступить к сборке. Как говорится, в обратной последовательности. С соблюдением ориентации, позиционирования. Короче, как было. Надеюсь, помните, что куда сувать. Когда редуктор соберете, обязательно проверьте его работоспособность. До установки в фотоаппарат. 5 вольт ему достаточно. Синий плюс, красный минус. Попробуйте остановить вращение пальцами. Если вал не прокручивается в ведущей шестерне, значит все получилось. Смазывать шестерни не надо. Никакого литола и особенно подсолнечного масла. Пластик имеет малый коэффициент трения и прекрасно работает на сухую. При установке редуктора необходимо учесть, что выемка на программной шестерне должна быть сверху. Она сделана специально, чтобы вошла вот эта шестерня. Дальше вроде все понятно. Вообще, это квадрология про Nikon. В этой серии вы узнали, как отремонтировать редуктор. Если не знаете, как до него добраться, смотрите первую серию. Во второй серии подробно рассказана технология ремонта программной шестерни. Ну а в следующей серии, как теперь все это собрать? И чтобы лишних запчастей не осталось. Лайк, подписка и незлобная записка на ваше усмотрение. Желаю вам крепкого здоровья.